Маленькой девочкой я часто болела. Ангины, простуды. К 5 годам меня направили на операцию по удалению гланд и аденоидов. В больницу маму не пустили. Большие женщины в белых халатах забрали меня в палату. Многое стерлось из памяти, но я отчетливо помню операционную. Меня привязали к креслу. Пришла хирург и стала засовывать мне расширитель, чтобы я не закрывала рот. Врачи злились, кричали и больно прижимали меня к креслу, потому что я все время сопротивлялась. Это одно из самых страшных моих детских воспоминаний. Я плакала и захлебывалась от крови. Даже сейчас вспоминаю, и наворачиваются слезы. Но я должна об этом рассказать. В память о своей детской святости. Ведь даже тогда я не злилась ни на кого, не проклинала, не хотела отомстить, не говорила им: «Ну что вы делаете?» Я просто не знала, что такое ненависть. Я смиренно принимала все, что со мной происходило. Я очнулась в палате. Еще целые сутки не могла встать. Таких, как я, детей после операции не кормили. Маму тоже не пускали. На следующий день мне привезли передачу. Компот из ревеня в стеклянной полулитровой баночке с резиновой крышечкой. Как же я была счастлива. Это же была мамина баночка. Из дома. Это была мамина крышечка. Я ходила с ней, как со святыней. И вдруг моя баночка выскальзывает из рук и разбивается. Я спряталась с этой разбитой банкой в туалете, чтобы снять и спасти мамину крышечку. Детям из 70-х не нужно объяснять, какая это была ценность. Крышка не поддавалась. Стекло больно резало мои ладошки. Но я упорно пыталась ее снять. Я отправляюсь в паломничество по Малому Афону. Так называют монастыри на Закарпатье, подвязающиеся здесь монахи. Живописная местность, где спряталось множество обителей, больших и маленьких, старинных и современных. Вместо туфель и платья сегодня походная обувь и брюки. Впереди десятки километров пешего маршрута с рюкзаком за плечами в компании опытного путешественника, с которым в горах точно не потеряешься. Пешее паломничество мы идем с Владимиром Вукстой. Многим он знаком под псевдонимом Голтис. Владимир – профессиональный путешественник и эксперт по выживанию в экстремальных ситуациях. Не раз он оказывался на грани жизни и смерти, без еды, воды и даже надежды на спасение. К кому он обращался за помощью и что помогало ему выжить? Доброе утро! Это господин Голтис. Привет, Оксана. Привет, привет, рада тебя видеть. Я тоже рад видеть что? тебя в Карпатах. Слушай, но вот ты родом отсюда. Я не устаю удивляться этой красоте. Ну, ты Горы, знаешь, сколько лес. было экспедиций по всему миру. Да. Карпаты для меня это мама. Самое-самое, наверное, Да. красивое. Наше паломничество началось в Свято-Николаевском мужском монастыре в селе Иза, Карпутлаш. А ты вообще помнишь, когда ты, осознанно стала верить в Бога? Ну, с детства. Благодаря моей бабушке Веронике, которая не пропустила ни одну литургию с детства. Потому что ее мама, моя прабабушка Варвара, причащала всех своих детей с рождения. И это семейная традиция. Круто. А твоя семья? Мы тоже причащаем детей с рождения. И все мои друзья причащают детей с рождения. Если бы все люди придерживались сердечно Традиций.
этих Еще, традиций, да, наш православный. то наши дети ну, Были бы по-настоящему более сильными. и приобретали бы духовное и физическое здоровье. Село Иза Карпутлаш на Закарпатье хорошо знают и туристы, и паломники. Первые приезжают сюда за мебелью, шкатулками, сундуками и с самыми красивыми пасхальными корзинками. Все это жители села сами плетут из лозы, а слава об их мастерстве расходится далеко за пределы Закарпатья. Паломники приезжают в Свято-Николаевский мужской монастырь, где в прошлом веке воссиял настоящий современный святой – отец Алексий Карпаторусский. Приложиться к его мощам отправились и мы. Женя и Люда познакомились, отмечая в компании общих друзей Новый год. Они понравились друг другу. В скором времени Женя позвал Люду на свидание. Оба любят экстрим, катаются на лыжах, поэтому провести романтический уикенд решили в Карпатах. Морозный воздух, скрипящий под ногами снег и десятки трасс для спусков. Казалось бы, идеальное первое свидание. Поднимаясь на последнем подъемнике в завершение наполненного позитивными эмоциями дня, Женя и Люда и предположить не могли, что этот спуск может стать для них последним. Следы фрирайдеров сыграли с лыжниками злую шутку, уводя все дальше от трассы. Тем временем мороз усиливался и уже приближался к отметке минус 27 градусов. Ситуация усугублялась тем, что стремительно начинало темнеть, и у них оставалось все меньше времени, чтобы найти путь к поселку. О, слушай, вон на той вершине вроде вышка от подъемника есть, видишь? Тогда они еще не понимали, что их жизнь теперь напрямую будет зависеть от дальнейших решений. Жень, что ты делаешь? Улыбайся, ну. Вот совсем не хочется. Давай, давай, улыбайся. Ну, улыбайся. Давай. На склоне они увидели вышку, к которой отправились в поисках помощи. Володь, с чего у тебя вообще началась вот эта вот твоя такая, ну не знаю, страсть, не страсть к походам, к путешествиям? Ну, началась с самого детства. Это благодаря моей бабушке, которая открыла мне вот этот нерукотворный мир природы. Я влюбился в этот мир. Когда мне было 7 лет, мы с другом сбежали в лес, чтобы заблудиться. И нас искала милиция. Какие вот у тебя были самые экстремальные походы и вот ситуации в жизни? Ну, был переход через Атлантику. Это 40 дней без еды и 14 дней без воды. Но для того, чтобы развеять тот миф, что на 4-й день человек без воды и еды умирает. Ну, в Африке мы делали переправы через речку, которая кишит крокодилами. Это было в Танзании на речке Вами. Затем спуски по водопадам, 80-метровый водопад. А как ты готовишься к путешествию? Я всегда беру благословение в экспедиции. Без благословения это, ну, нехорошо. Изучаю местные традиции, как, например, там, здороваться в племени. Изучаю флору и фауну, то есть растительный мир, дикорастущие съедобные корни, растения. Затем
просчитываю карты, то есть где мы можем пройти, опять же, не рискуя жизнью. А если бывают какие-то экстремальные ситуации, какую молитву ты читаешь? Но если очень экстремально, то «Господи помилуй». Или Иисусова молитва. Просто да. иногда бывает так страшно, что невозможно даже до конца пронести Иисусову молитву. Сегодня в Свято-Николаевском мужском монастыре подвязается 16 монахов. Но в начале 20 века число насельников было гораздо больше. Эта обитель буквально стала колыбелью монашества, ведь молитвами отца Алексия в монахи постригались десятки мужчин и женщин. Часть иноков расходилась по другим монастырям, многие оставались здесь. В советские времена храмы, братские корпуса и хозяйственные помещения были разрушены. Власти построили здесь больницу для больных туберкулезом. И только в начале 90-х прошлого века здесь снова зазвучала молитва. Благословите. Отец Матвей. Да. Расскажите нам, пожалуйста, мы в паломничестве. Вот удивительно, что мы все живем, мы не знаем о таком потрясающем, удивительном святом нашем, да, вот нашей земли просиявшем. Да. Преподобный Алексей. Он много потрудился для возрождения православной веры в Закарпатье. С 1646 года, когда вот уния греко-католическая церковь притесняла православную церковь, и практически 300 лет церковь официально не существовала. И уже на период 1900 года много людей заинтересовалось этим вопросом, потому что приходило время поста, надо было исповедоваться, причащаться. Ни одна церковь не принимала людей, наших православных карпаторусов, и люди сами начали интересоваться и просили здесь молиться по-православному. Но не было такой возможности, потому что это был канун Первой мировой войны. Настроения были политические, и все, что касалось Руси, это все преследовалось и уничтожалось. И люди тайно молились по домам, собирались до 40-50 человек, молились, поднимали вопрос, как бы вернуть православную веру на Закарпатье. Тогда Александр Кабалюк уже принял постриг с именем Алексий. Он понимал, как сильно карпатские русины нуждались в православном священнике, поэтому стал ходить по селам и совершать богослужения, чтобы окормлять своих земляков в вере предков. Многие люди впервые в жизни смогли услышать проповедь православного священника. Слава об отце Алексии разошлась по всей Карпатской Руси. Власти были обеспокоены и установили за ним слежку. Отца Алексия и его родственников несколько раз арестовывали жандармы, и он был вынужден уехать в Америку. Там он окормлял общину американских карпаторосов, но когда узнал о суде над православными русинами на Закарпатье, вернулся на родину и предстал пред судом во главе своей паствы. Его приговорили к тюремному заключению. В 2001 году отец Алексий был прославлен в лике преподобных. Но еще задолго до обретения мощей на его могилке уже происходили чудесные исцеления. Каждый, кто прикладывается к мощам святого, может получить от него благословение. Для этого священник с молитвой надевает на голову паломнику шапочку. Мы с Владимиром тоже попросили благословения святого. После посещения этого монастыря Владимир решился рассказать свою, очень личную, страшную историю. Это был 96-й год. Мы перегоняли машины. Я скрыл, что у меня есть камера, фотоаппарат, потому что если у тебя есть фото-видеоаппаратура, ее надо декларировать. Я впервые тогда купил первую ВХСную камеру, и как фотохудожник думаю, какое-то чудо просто в динамике снимать. Ты нарушил закон? Да, нарушил закон. По сути дела, уже подписал себе приговор 7 лет тюрьмы. То есть, если ты скрываешь эту информацию, тебя находят, тебе железобетона там 7 лет тюрьмы. Еще до этой истории за 3 месяца мне приснился пророческий сон, что я буду сидеть в камере смертников. И я рассказал эту историю 4 людям. Бабушке и моим друзьям, с которыми мы гоняли машины. И говорю, ребятки, вот видите, я на свободе, сон не сбылся. Слава тебе, Господи. И когда мы уже выехали на перевал, проезжает машина, там 2 полицейских, они останавливаются, видео. Один полицейский ко мне подошел, ты враг нашего народа, ты арестован. И так я попал в камеру смертников. Следующей точкой нашего паломничества стала святыня в селе Нанково.
Здесь Божья Матерь в 17 веке явила пастухам свою икону. На этом месте забил источник с целебной водой. Продолжает являть чудеса это святое место и сегодня. Батюшка, благословите. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, мы ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных отец наших Алексея Карпаторуського, исповедника Ива Угольського, помилуй нас. Амінь. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Батюшка, це якесь невігластво, але знаєте, що багато хто не знає навіть про таку святиню. Розкажіть, будь ласка, про ці чудеса. Тут у 17 столітті було явлення ікони Божої Матері. Коли село починало тільки жити, люди пасли скот і на цьому місці знайшли ікону Божої Матері. Велике сяйво було над цим місцем. Із очей Божої Матері стікали сльози. Покликали весь люд, щоб прийняти загальне рішення, щоб на цьому місці побудувати святий храм. Покликали власника цієї землі, але на превеликий жаль він відмовився. Сказав, хай вже відвозять ікону в те місце, де вже є щось устроєно. Ікону поклали на підводу, запрягли волів, почали їх поганяти, але воли стояли як копані. Другу, третю пару волів воли стояли, ікона не хотіла покидати це місце. І лише коли почали говорити про імовірні міста, де можна перевезти ікону. І серед них назвали місце Маріуповча. Воли самі пішли вдоль старої дороги до міста Хуста, де зараз знаходиться поле нарцисів. Уже потім у легендах, у віршах говорили, що це була та дорога, котрою везли ікону. І із сліз Божої Матері виросли ці дивовижні квіти. Воно так і є, ви бачите, ікона зображається на фоні квітів. Дивовижно, хто б знав. На тому самому місці, де явилася ікона, забило джерело. Вода в ньому не проста, вона свята, цілюща. Масово люди приходили і зцілювалися від невилікованих хвороб. Батюшка, чи можна попити? Водичку треба попити обов'язково, тому що вона дуже благодатна. Так що, будь ласка. Набрати, батюшка? Так, будь ласка. К Нанковской иконе Божьей Матери, как рассказал нам батюшка, паломники часто обращаются с просьбами устроить личную жизнь и стать родителями. А спустя время приезжают уже целыми семьями, с детками и благодарят Божью Матерь. Не зря в народе говорят, к пустому колодцу за водой не ходят. Моя бабушка, это ее последние слова, говорила: непременно перед этим путешествием исповедуйся и причастись. Я ее не послушал, не было времени, то есть враг человеческий меня увел от того, чтобы я очистил душу перед таким ответственным путешествием. То есть я конкретно увидел этого ужасающего демона, который говорит: ну все, Вовка, ты мой, ты будешь гореть в преисподней за твои грехи. И вот это был самый большой страх, когда угодить именно в преисподнюю, откуда никто никогда не выходит живым. Нас было 13 человек, со мной сидели тоже такие же смертники, 12 мусульман, афганцы, иракцы, иранцы, пакистанцы. Я был единственный христианин, и то, что там случилось в камере, это произошло чудо. Километров через 15 начинаешь постоянно думать о ноющих ногах и спине, а не о молитве. Но ведь Бог не дает испытаний тем, кто к ним не готов. А вообще, по идее, в мокром лесу, вот как развести костер, если нужно? Маленький костерчик покажу тебе. Я не представляю, из чего это можно сделать вообще. Все мокрое. Но сейчас покажу тогда. Давай. Окей.
Мне кажется, от страха я даже перестала дышать. Тело как будто парализовало, в горле пересохло. Не крикнуть, не позвать на помощь. Я закрыла глаза и не двигалась. И тогда я поняла. Это знак. Как будто Бог сказал мне не сомневаться, не поддаваться тем страхам, которые овладели телом и разумом. Я должна пройти этот путь до конца. Как назло, вышка, к которой ребята поднимались последние 1,5 часа, оказалась старой елью. Что делать дальше, они не знали. Нужно было искать выход. И ведь ночевка в лесу в такой мороз, даже для подготовленного и хорошо экипированного профессионала, может оказаться настоящим испытанием. Если тебя там какие-то мысли будут посещать, там, ты понимаешь, да? Ты лучше мне что-то рассказывай. Истории, там, анекдоты, хорошо? Ага. Про то, как мы заблудились в лесу? Ну не заблудились мы, но следы же есть, значит, мы здесь не первые. Ладно, пошли. Палки, блин. Давай! Лёд, Что? смотри, там, кажется, дом. Вдали ребята увидели домик. Мысли о теплом чае и знаменитом карпатском гостеприимстве придали им сил. Они с воодушевлением двинулись туда, еще не понимая, что лишь забираются все глубже и глубже в лес, и настоящие испытания для них только начинаются. Несмотря ни на что, мы двигались дальше. Горная тропа привела нас в Чумалевский монастырь. Свято-Вознесенский Чумалевский женский монастырь спрятался на горе невдалеке от села Чумалево. Он был основан трудами вдовы Марии Рыбарь. О своем решении стать монахиней она поделилась с отцом Алексием Карпаторусским. Сегодня в обители подвязается 35 сестер. На их плечах большое хозяйство, огороды, сады и, конечно же, молитвенный подвиг. И мы решили немного помочь матушкам и попросили благословения потрудиться. Благословить, матушка. Бог благословить. Бог помощь. Спаси Господі. Звідки паломники приїхали? Спаси Господи. О, звідки? Аж з Києва. Слава Ісусу Слава Христу! навіки Богу. Бог благословить. Спасибо, Господи. Матусечка, як у вас тут гарно. Яка гора дивовижна. У нас монастир предсказував юродивий. В пещерці тут жив у нас і все вухо прикладав до землі і казав, я чую спів монахи. І складав собі із кочанів, у нас кажуть, із
тут храма. Паличок. З паличок храми складав, будував храм. Будував, да. А люди говорять, а що ти робиш, Василю? А він каже, храм, монастир буде. Який монастир? І каже, половина буде жестю покрита, а половина буде дранком покрита. Відкрили монастир, матушка Ігуменя Марія Рибар. Вона засновниця перша обітілі цієї, і вона так і зробила, як він сказав. Матушка, хочемо попрацювати на славу Божу, благословіть на якесь послушання нас. Можемо благословити, Бог благословить на коровник. Дай вам Бог помагає. Нам рук дуже потрібно, тим більше мужських. Ведіть нас, матушка. Послушание в монастыре не просто труд на благо церкви. Его смысл намного глубже. Грехопадение наших прародителей случилось через ослушание. Адам и Ева нарушили заповедь не вкушать плодов от древа познания и не раскаялись в содеянном. Сегодня, выполняя послушание, мы прежде всего соглашаемся трудиться вопреки нашему желанию, вопреки тому, нравится ли нам порученная работа или нет. В этом и есть смысл такого труда – выполнять те поручения духовника, которые, на его взгляд, наиболее полезны для нашего исправления и которые не совсем нам по вкусу. Это отсечение своей воли и гордыни ведет к победе над страстями. Именно таким и есть путь монашествующих. Но нам не понять всей его глубины и смысла. Мы можем лишь немного к нему прикоснуться. Які коровки? Зараз ми з вами подоїмо коровки, Давайте. ну а ви їх нагодуєте і Сіна. приберете. Сіна. Стіну зараз тут на вулиці принесете. Ай, Галюся. І ти Халюсю. Так, вона дуже любить ласку. Ай, Галюся. Матушка, давайте. Що робити? Давайте ми помиємо спочатку Не корову. гаряча вода? Ні, це Нормально? звідси. Давайте. Звідси. Яку ми будемо доїти? Ну, Зоряну, це вона наша Яка? кормілиця. Це ж наш продукт. А, буває і так. Буває. Завжди корова доїться з правої сторони. Ну, ми беремо так відро. Ну, ви можете поставити вниз, якщо з непривички. І нажимається. А ты доела когда-то сырого? Смотри, с Божьей помощью все будет. Теоретические знания есть. Да. Значит, сейчас помолимся. Господи, помоги. І, И да, все. ви повинні чувствувати просто в кінці дійка молоко. Помоги мне, Господи. О, так у тебя получается. Щас трошечки. Так. Коровчик, давай. Ні, просто вона вже зараз припустить, бо бачите? Тому що вона, оце бачите, вас чекала. Да, чекає. Ну вона привикає. Це як з молитвою, матушка. Ну да. Так, спочатку нічого не виходить, а тоді, як 20 років помолишся, як ви, да? Ну, Тоді й почнеш. Так. Ух ты. Получается. ну да. Целая песня. А як ви молитесь, коли ви... Завжди сестри, де би не робили, що би не робили при якій роботі, завжди молять Ісусову молитву. Господі Ісусі Христе, Сині Божий, помилуй мене грішну. Колись я прийшла в монастир, і то й Марха, така монахиня була. Вона казала, в монастирі і в хліві святе місце. Я прийшла в монастир, думаю, як святе місце? Вона каже, ну ти ж доїш корову, молиш Ісусову молитву, от і освящаєш місце. Тобто це освящається молитвою, все? Все освящається молитвою. А коли піст, матушка? Коли піст, варимо сири, сир плавлений, творог, А в піст ви ж не їсте. в морозильну камеру. О, я думаю, знаєте що, корова це ж від головного болю. Так до неї притулишся і все, нормально. Клас! Парное Значить, будемо пити молока. Парное молочко. Красота? Да. Красота? Так що будемо нести на кухню, Да? щоб було що кашу зварити. І ще тепленьке. Однако надежде на спасение в теплой хижине не суждено было сбыться. Она оказалась летним домиком для пастухов, где они живут, пока пасутся отары овец. Такое укрытие со щелями во всех стенах
явно не предназначалась для ночевки в морозную зимнюю ночь. У меня телефон садится. Жень, мы умрем? Нас ведь никто искать не будет. Мы просто возьмем здесь и умрем. Не умрем. Что-нибудь придумаем. Несколько тряпок в снегу, кусок пленки и полуразвалившаяся буржуйка – все, что нашли обессиленные лыжники. Сотовая связь так и не появилась. У меня телефон сдох. У нас есть свет. К счастью, в рюкзаке у Жени оказалась зажигалка. Если попытаться развести огонь, можно хоть немного согреться и растопить снег, чтобы была питьевая вода. Пол батареи на моем телефоне. А толку? Связи все равно нету. Жень, посвети сюда. Люд, вон клеенка, вон под лавкой. Постарайся поспать. Люда укуталась в пленку, чтобы согреться и хоть немного поспать, пока Женя поддерживал огонь в буржуйке. Женя, ты? Я огнем займусь. Парень понимал, что ему ни в коем случае нельзя засыпать, иначе огонь погаснет, и тогда они не доживут до утра. Ночь на грани жизни и смерти окончательно лишила ребят иллюзий. Постоянный холод и отсутствие связи с внешним миром практически не оставляли им шансов на спасение. Знает ли кто-то, что они потерялись? Насухо. Пачка изюма, пачка орешков, да еще старая банка шпротов, которую они нашли в домике. Вот и весь скудный провиант на двоих. Но насколько его хватит? Оставаться в холодной хижине без еды и связи – верный путь к смерти. И пока силы еще были, ребята решили выбраться отсюда и искать людей. В домике они оставили записку, на случай, если за ними придет поисковая группа. Мы останемся здесь и дождемся помощи? Люд,
Нас никто не начнет искать раньше, чем через 72 часа. Мы столько не протянем. Ладно. Пошли. Два с половиной часа изнурительного спуска по рыхлому снегу не принесли результата. Ребята не понимали, куда они идут. С каждым часом пребывания в снежном плену надежда на спасение таяла. Стремительно темнело, а до ближайшего населенного пункта могли быть десятки километров. Мы никогда отсюда не выберемся! Я же говорила, нужно было оставаться там! Да, ты права. Скоро стемнеет. Нужно возвращаться. Давай. Женя и Люда понимали, если они не смогут найти дорогу назад к своему временному убежищу, они точно не дотянут до утра. Ребят охватил дикий страх. Вьюга усилилась, нулевая видимость. Снег, как стекло, больно режет кожу. Они не знали, доберутся ли до домика, но продолжали упорно ползти вверх. Люд! Давай еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, да. Люд! Мы справились! Мы дошли! Слышишь? Слышишь меня? Люд! Мы справились! О! Люда! Люда! Мы справились! Мы дошли! Мы вместе! Слышишь меня? Мы вместе! Эта небольшая победа вселила надежду в потерявшихся лыжников. Женя понимал, нужно верить в себя и в друг друга. Пока не разрядился телефон, у них все еще оставался шанс на спасение. Тем временем впереди нас ждало еще одно святое место – Свято-Димитриевский храм в селе Малая Уголька. Добраться туда задача действительно не из простых. Но это не останавливает паломников, которые едут с надеждой получить духовную помощь, помолившись у мощей преподобного Иова Угольского. Ух ты! Слава тебе, Боже наш! Святой Иов Угольский, моли Бога о нас. Незадолго до своей смерти отец Иов оставил завещание, в котором просил не увозить его тело, а похоронить на кладбище у храма, в котором он служил. Его просьба была исполнена. Великим даром стало обретение мощей преподобного. Сегодня они покоятся в Свято-Димитриевском храме. В 2008 году Иов Угольский был прославлен в числе месточтимых святых, а память про прозорливого старца продолжает жить в сердцах закарпатцев. Батюшка, благословите. Благословите. Дуже рада вас бачити в такому надзвичайному місці. Така перлина – це дивовижно. Ми з Володією
так продиралися, але так хотіли дістатися сюди, щоб прикластися до святинь. Я не знаю, чи правда, чи ні. Сказали, що дуже хотіли вас побачити, бо казали, що ви знали навіть святого. Це правда? Да, правда. З 9 років я тут був біля преподобного Іова, читав на Крилосі, кадило подавав. Да, і преподобний Іов прийшов служити сюди 1962 року. Тут на цю Ольську гору, яка упоминається 1262 рік. Є перша літопись, що тут жили духовні вже монахи, молилися Богу у подножі гори Мінчул. Держали скот, вівці, худобу. І тут недалеко полонина, це степ, де вони заготовляли сіно, корм для худоби. І так вони тут жили. Чи ви знаєте, батька, от якісь конкретні історії людей, що по молитвам святого здійснилось? Люди приходять онкохворі, такі, які вже медицина говорить, що вже нічого не буває. І дійсно чувствує ту силу його молитви, люди зціляються, потім йдуть благодарять преподобного Іовського. Иван Кундря с детства хотел посвятить свою жизнь служению Богу. По благословению родителей был пострижен в монахи отцом Алексием Карпаторусским с именем Иов. Но нести свой монашеский подвиг отцу Иову не удалось. Началась Вторая мировая война. На Закарпатье пришли мадьяры и объявили всеобщую мобилизацию. Не желая убивать своих земляков, Иов Угольский решил бежать в Россию. Но после пересечения границы он был схвачен и как шпион приговорен к 5 годам лагерей. Холод, голод, тяжелая работа на шахтах урановых руд и бесчеловечность – все это пережил отец Иов. Не роптал, не ненавидел, не проклинал, а лишь молился. Да будет на все воля твоя. На долю преподобного Іова випало много іспитань. Можна сказати, що його життя було прикладом навіть виживання. Ну да, так було, тому що в ті комуністичні часи, особливо у нас на Закарпатті, віра православна, вона була гонима. А у тебя тоже, смотри, твоя история выживания твоего, да, вот тоже как-то перекликается, вот святой выживал в тюрьме, в лагерях, да, вот как и ты родом отсюда. Ты Да. никогда святому не молился? Нет. Как удивительно, Владимир родом из Закарпатья, но он никогда не был в этих святых местах, никогда не слышал о праведных старцах. И вот теперь Господь привел его сюда, чтобы он мог преклонить перед ними свои колени. И кто знает, может быть, именно молитвы его святых земляков помогли ему однажды выжить. И представь себе, какая-то пытка круглосуточная, когда нас 13 человек в непроветренном помещении, и вот как относительно все, когда выводили кого-то по коридору на допросы, на пытки, я подходил, падал на колени, на четвереньки, и чтобы вдохнуть хотя бы 2-3 глотка более свежего воздуха. Какие еще были пытки? Одна из пыток была, это не просто в гробу тебя хоронят заживо, а в каменном квадрате. Я когда погружаюсь в это состояние, сколько это длилось, когда ты просто задыхаешься, когда ты с каждым вдохом понимаешь, что кислорода будет все меньше и меньше, это был кошмар. Но Вот там вас кормили? я отказался от еды, но тем не менее это впервые в жизни мне было легко голодать, потому что я хотел скорее уйти из жизни, именно очистив через такие страдания, очистив свою душу. Ты считаешь, что Господь тебя спас? Только Господь. Даже я понял, почему я попал туда. Во-первых, чтобы еще больше полюбить свободу, слышать голос своего сердца, потому что через сердце с нами общается сам Бог. Истории святых, которым мы сегодня молились, рассказ Владимира про камеру смертников, его спасение заставили задуматься, а что же помогло выжить мне? Ну что, может, тебя подбросить? Да нет, спасибо. Я в горы, там меня медведи, волки и дикие белочки ждут. Было круто, брат. Да, спасибо. Спасибо Я сестра тебе. во Христе. Храни тебя, Боже. И тебе тоже. Ангелов пути. Спасибо, Господи. Тогда, в детстве, та маленькая 5-летняя Оксана, держа осколки банки в порезанных ладошках, не могла еще сознать, какая сила свыше ее оберегает. С тех пор прошло много времени.
Я в одиночку преодолевала ситуации, когда казалось еще шаг и пропасть, а перед глазами калейдоскоп прожитого. Думала ли я тогда, что это конец? Вряд ли. Я просто принимала решения, которые помогали остаться в живых. И я признаюсь, тогда я гордилась, ведь я смогла, я справилась. И только сейчас, пройдя такой длинный путь поиска и сомнений, я поняла, в эти моменты я никогда не оставалась одна. Рядом со мной всегда был, есть и будет Бог. Он подает мне руку, когда другие отворачиваются. Он укрепляет меня, посылая испытания, и Он же помогает мне их преодолеть. Выжить помогает Бог. Жень, Третьи сутки принесли новое она испытание. не горит. Под утро в буржуйке погас огонь. Температура внутри хижины практически сравнялась с уличной. Зажигалка сломалась. Силы ребят были на исходе. Если им не удастся снова развести огонь, оставаться в укрытии будет бессмысленно. На деревянной дощечке надпись «Выше по склону есть сотовая связь». В их сердцах затеплилась надежда. Смотри, смотри, смотри. Пошли быстро! Из последних сил Женя и Люда забрались на склон. На телефон тут же начали приходить сообщения: «Есть связь! Они спасены!» Есть? Алло! Алло! Алло, вы нас слышите? Алло! Но в это мгновение батарея окончательно села. Это была их последняя надежда на спасение. Без огня и еды, измотанные и отчаявшиеся, ребята перестали бороться. Единственное, что им оставалось, это вернуться в дом. Теперь спасти их могло только чудо. Четвертые сутки в заброшенной холодной хижине. Сил больше нет. Время медленно тянется. Минуты и часы слились в угрюмое ожидание. Но ребята уже даже не понимают, чего ждут. Ну что, ребят, снимайте штаны, сейчас наказывать будем. Там были и спасатели, и волонтеры, и фрирайдеры. И тут они все заходят к нам вот в эту хижину и раскладывают там еду, рыбу, там мясо, колбаса. Наливают нам горячий чай. Я это все вижу, и я вот только тогда понял, блин, мы же могли погибнуть. Как вы думаете, что вам все-таки дало возможность вот сохранить спокойствие, оптимизм и выжить? Потому что неизвестно, как бы было. Мне больше всего помогло Людина поддержка.
Я, наверное, тогда и в нее и влюбился. Она поверила в тебя? Да. Что с тобой не пропадет? Потому что я увидел человека в такой ситуации, и она проявилась для меня просто какой-то идеальной. Она, любой мой шаг, вот там, я разжег огонь, я там что-то ношу. Она, боже, какой ты молодец. Но она сейчас тоже такая, ну, то есть ничего не поменялось. Я верю в Бога, и Он поддерживает. Вот в любой ситуации все хорошо. То есть нет ощущения, что вот что-то смертельное, критичное, опасное. Это иконка, которая душевное тепло такое вселила. И вот, ну, действительно, маленькие вот эти, ну, так, совпадения, казалось бы, да, которые не были совпадениями. Вот все это вместе вот так нас поддерживало. Я считаю, что важный еще момент. Предыстория — это... Вообще я же такой был шалтай-болтай. Ну вот, у меня не было серьезных таких стремлений создавать семью. Если я начал размышлять, а смогу ли я? Опытов разных видишь вокруг, что люди там ссорятся, разводятся, ругаются и так далее. И у меня еще вот такая вот подружка детства еще из Винницы, с которой мы вот часто на эту тему философски размышляли. И она мне вот рассказала историю, что вот она поехала со своим парнем на Западную Украину, и они заехали в Почаевскую лавру, и она попросила там Бога, чтобы он ей знак подал, когда вот рядом с ней будет тот человек, который создан для нее. И буквально через пару дней ей этот парень сделал предложение. И меня это очень впечатлило, вот эта история, и я тоже поехал в Почаевскую лавру. Я попросил Бога, во-первых, чтобы он мне подал знак, а во-вторых, чтобы он меня вообще вразумил на создание семьи. И вот когда вот даже эта уже ситуация происходила, я уже даже там на горе понимал, что это вот какой-то знак от Бога. И я, когда делал люди предложения, я ни на секундочку не сомневался, что Люда именно человек, посланный мне Богом. Ты же задавал вопрос, смогу ли я? И, наверное, эти все дни, они были ответом на твой вопрос. Да, ты смог. И прежде всего ты услышал этот ответ от Людочки, потому что она в тебя верила. И, наверное, вот любовь в самом большом смысле этого слова, любовь, вера, что дает возможность людям выжить. А какие у вас планы на будущее, друзья мои? На будущее планы гуцульчик. Это как этот говорит наш послатель. Я хочу, чтобы вы уже с гуцульчиком до нас приехали. Тогда я вам искренне этого желаю. И желаю, чтобы вашу семью никогда ваш ангел-хранитель не оставлял, и чтобы ваши все приключения заканчивались хорошо и счастливо. Спасибо. В начале этого года одного из лыжников, который потерялся в тех же местах, спасти не удалось. Его тело отыскали через 73 дня. К счастью, меня нашли. Осколки моей баночки забрали. Я не помню, что было дальше, но никогда не забуду, как мама и папа забирали меня из больницы. Папа нес меня к трамваю. Забинтованными ручками я крепко обнимала его за шею, от которой так приятно пахло одеколоном «Шипр». Пахло папой. Я была счастлива. А мама почему-то тихо плакала и прижимала меня к себе.